В небольшом, тихом городке стояла старая церковь, куда каждый день приходили молиться люди. Как казалось, это была самая обычная церковь, но все же в ней было что-то странное и особенное. Один из посетителей, который приходил каждый день, не был человеком. Это была собака. Четвероногий друг сидел в глубине храма во время проповеди и уходил после службы. Собак, конечно же, приветствовали в церкви, но при условии, что они хорошо себя вели и никому не мешали. Так что само по себе присутствие зверя не было самой необычной частью истории. Однако дело в том, что собака приходила одна. Казалось, у нее не было хозяина, и она приходит по собственной воле. Никто ничего о ней не знал, даже откуда она пришла и куда потом ушла. Тем не менее, она вела себя хорошо и не вызывала волнения или тревоги. Священника и прихожан поразило то, как печально выглядела собака. У нее был грустный взгляд, в котором можно было увидеть много боли и грусти. Каждый день она сидела на одном и том же месте, уставившись в одну точку. Это начало пугать некоторых верующих. А кто-то даже стал думать, что собака может видеть души мертвых людей. Но пастырь знал собак, за свою жизнь он владел несколькими животными. Становилось очевидно, что это бедное животное просто грустное. В то время, как собака такой породы должна выглядеть сильной и здоровой. Казалось, что у животного нет дома. Она жила на улице и питалась остатками, чтобы пропитаться. Возможно, она пришла в церковь за теплом и защитой. Но священник не мог и подумать, что собака пришла просить о помощи. Но какая помощь? После проповеди священник объяснил свои мысли некоторым прихожанам и попросил их помочь ему искупать и почистить животное. К счастью, люди согласились и надеялись оказать бедному животному любую возможную помощь. Собака заслужила счастье. Так они медленно подошли к собаке, которая с любопытством посмотрела на них. Было ясно, что пес не был жестоким или агрессивным. Ему просто было любопытно. Когда впервые за долгое время его начали купать и мыть шампунем, он начал вилять хвостом. Собака выглядела счастливой. Небольшое количество человеческой доброты и взаимодействия явно имели значение. Но во время чистки собаки священник сделал заявление. Он был уверен, что видел эту собаку раньше, но не мог точно вспомнить, где и когда. Мужчина ломал голову, пока люди вытирали собаку и предлагали ей немного еды, которую она с радостью проглотила. Священник решил пока отложить загадку. В тот момент было важнее убедиться, что собака счастлива и здорова, прежде чем ее снова отпустят. Поэтому он решил отвезти ее к ветеринару. Там животное должны были осмотреть, чтобы убедиться, что она находится в хорошем физическом состоянии. И чтобы привести собаку туда, мужчина взял свой старый поводок, на котором он держал свою собаку. Как ни странно, четвероногий друг без проблем надел поводок и, казалось, даже наслаждался моментом. Он послушно шел рядом всю дорогу до ветеринара. И он не делал никаких лишних движений, когда его осматривали и проводили несколько анализов. К счастью, результаты пришли быстро, и собака оказалась практически здоровой. Ветеринар также проверил животное на наличие микрочипа. Если бы он был, они могли бы выяснить, кто его владелец. К сожалению, найти микрочип не удалось. Это был тупик. Казалось, они никогда не узнают, кому принадлежала собака. Когда мужчина и пес разочарованно возвращались в церковь, из магазина вышел мальчик и заметил священника с собакой. Он подбежал к животному, крепко обнял ее и назвал Томми. Священник, совершенно ничего не понимая, спросил, почему мальчик так его назвал. Ребенок ответил, что так зовут собаку, и что она принадлежала пожилой женщине в этом районе. Внезапно священник вспомнил, где он раньше видел этого пса. Она принадлежала пожилой женщине по имени Мария. Старушка скончалась несколько месяцев назад, когда старость настигла ее. Чтобы подтвердить свою теорию, он сделал небольшой крюк и пошел к дому, где когда-то жила Мария. Словно зная, куда они идут, Томми начал тянуть поводок и повел священника прямо к старому дому пожилой женщины. Это должно было быть правдой. Томми сел и с ликованием посмотрел на дом. Теперь он был пуст и заброшен. Но было ясно, что собака имеет отношение к этому дому.
Но священник должен был раз и навсегда подтвердить свои подозрения. Поэтому он привел собаку обратно в церковь и вошел в одну из задних комнат, где установлены камеры наблюдения. Записи хранились полгода. Надеюсь, на них будут кадры с похорон Марии. Возможно, он увидит что-то, что подтвердит историю и раз и навсегда идентифицирует Томми. Итак, мужчина начал просматривать отснятый материал. Он искал нужное время и правильный день. И, наконец, он нашел его. Секрет был раскрыт. Когда гроб Марии медленно внесли в церковь, за ней проследовала собака. Это был Томми. В тот день пастырь его не запомнил, потому что присутствовало слишком много людей. Пес занял свое обычное положение и с тоской смотрел на гроб, словно зная, что никогда больше не увидит своего самого дорогого на свете человека. Священник отмотал видеозапись еще дальше и был потрясен, увидев, что всякий раз, когда Мария приходила в церковь на молитву, Томми сопровождал ее. Он провожал ее до ее обычного места, а затем садился в задней части церкви и терпеливо ждал, пока она встанет. Священник почувствовал, как его глаза наполняются слезами. Томми каждый день возвращался в одно и то же место в надежде снова увидеть свою хозяйку и воссоединиться с ней. Увидев такую преданность, сердце священника разбилось. Поэтому он придумал план усыновления Томми. Он позаботится о собаке, предоставит ему дом и позволит ему каждый день посещать церковь. И хотя священник никогда не сможет заменить Марию, он сделает все возможное, чтобы склеить разбитое сердце собаки. Спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.